Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео уделим внимание 26 марта. Поговорим о Вселенской родительской субботе. Что обязательно нужно сделать в этот день, что ни в коем случае нельзя делать для того, чтобы не привлечь беды и неприятности. Ну и, конечно же, именно 26 марта, именно в этот сильный, мощный день обязательно попросите помощи у своего рода, обязательно проведите эту достаточно сильную и важную практику. Как ее правильно провести, что из себя представляет этот день, друзья, далее более подробно все в этом видео. Итак, друзья, ближайшую Вселенскую родительскую субботу мы с вами будем отмечать 26 марта. Это день особого поминовения усопших, и по православному календарю мы будем отмечать 26 марта. Это будет третья родительская суббота, в которой совершаются вселенские панихиды, и усопшие по молитвам церкви могут получить облегчение или освобождение от загробных наказаний. Во время Великого Поста обычные ежедневные панихиды и литии не проводятся, и церковь, чтобы не лишать усопших своего молитвенного покровительства, на целых 7 недель установила молитвы о них в 3 специальных дня. Это вторую субботу, третью и четвертую неделю Великого Поста. Великий пост, напоминаем вам, который предшествует Светлому Воскресению Христову в 2022 году, начался 7 марта и продлится по 23 апреля включительно. В православных храмах уже накануне родительской субботы в пятницу вечером проходят панихиды, и в родительскую субботу утром проводят заупокойную божественную литургию, а после нее общую панихиду. В родительскую субботу по традиции в церкви поминают усопших родителей. Прихожане подают записочки с именами умерших родных и молятся за упокой их души в загробном мире. А вот прихожане приносят в храм постные продукты и вино, которое освящают во время богослужения, а потом раздают всем желающим. В родительскую субботу также раздают милостыню с просьбой помолиться за усопших. В родительскую субботу православные, помолившись в храме, идут на кладбище, убирают могилки и молятся за упокой души покойных. За упокой души родных и близких помолиться можно и дома, если не удалось вам посетить храм и кладбище в этот день. Конечно же, многие задаются вопросом, а что можно и что нельзя делать в этот день, во Вселенскую родительскую субботу. Обращаем ваше внимание, что во Вселенскую родительскую субботу нельзя делать по дому тяжелую работу. В этот день нужно молиться за умерших. Вы можете даже организовать семейный поминальный обед, на который пригласить всех своих родственников, тех людей, которые хорошо помнили, тех, кого уже нет с нами в этом материальном мире. Вместе заодно и пообщаетесь, возможно, обсудите какие-то вопросы или наболевшие темы. Также во Вселенскую родительскую субботу вы можете сходить и на могилки усопших, зажечь свечи и помолиться за них. Но нельзя там оставлять алкоголь и сигареты. Помните, что когда вы уходите с кладбища, ни в коем случае не говорите умершим «до свидания». Это достаточно плохая примета, которая означает, что в самое ближайшее время живой сам может отправиться к покойнику. Помните и о том, что в родительскую субботу нельзя на кладбище поднимать с земли оброненную вещь. Также нельзя в родительскую субботу отказывать в милостыне нуждающимся. Обращаем ваше внимание, что там у вас может такая произойти ситуация именно в эту Вселенскую родительскую субботу. Ни с того ни с сего появится рядом с вами бабушка или дедушка достаточно пожилого возраста, неплохо одетые, так,
знаете, чистенько, и могут у вас попросить кусочек хлеба или кусочек. То есть они вам даже могут сказать, что можно мне, например, пирожок там с чем-то, с тем-то и с тем-то. Обращаем ваше внимание, как правило, это те, которые уже с нами нету, умершие, они просят вот таким образом через живых людей покушать вот той еды в материальном нашем мире. Поэтому вспомните, когда вот к вам, если подойдет такая бабушка или дедушка и попросит именно это у вас, именно что вы купили, обязательно вспомните того человека, кто у вас в семье, например, любил там пирожки, например, с луком, или с капустой, или с мясом, и пойдите и купите. Возьмите, купите несколько пирожков, возьмите, купите вкусного там чая, возможно, человек, который нету уже в живых, возможно, он любил, например, тот уже капучино или какой-то другой напиток, но безалкогольный, помните об этом. Или, возможно, кто-то любил там тархун, например, или ситро. Купите бутылочку, пирожки, и пусть этот человек обязательно покушает. Также в родительскую субботу нельзя венчаться, а также устраивать шумные застолья и напиваться. Нельзя и во вселенскую родительскую субботу ссориться, ругаться, обижать окружающих, сплетничать и злословить. Пожалуйста, именно в это время постарайтесь все-таки этого не делать. Возможно, вы не привыкли, но все-таки это постараться нужно сделать. Также по народным приметам во вселенскую родительскую субботу нельзя убирать со стола после ужина и мыть посуду. Наши предки верили, что так умершие родственники ночью придут покушать. Поэтому, если вы пообедали или поужинали, постарайтесь убрать грязную посуду, грязные приборы. И, кстати, когда вы будете именно кушать во время обеда, постарайтесь не кушать вилками и что-либо связанное с ножами. То есть нельзя использовать острые предметы, поэтому используйте только ложку. Так вот, после того, как вы пообедаете, или вы в обязательном порядке соберите всю грязную посуду, а та посуда... Возьмите, поставьте чистую посуду, например, пару тарелок, ложек, и насыпьте туда еды и оставьте до следующего дня. А уже в воскресенье вы обязательно дайте животным. Как правило, собаки, они с большим удовольствием будут есть. Также, если вам в этот день постучаться в двери какая-то бабушка, пожилой человек, и также попросит, знаете, скажет, знаете, как правило, как это бывает, они просят, говорят, что я очень голодный, покорми меня, пожалуйста. Конечно же, возьмите, наберите там борща, возможно, у вас борщ есть, возьмите хлеба, знаете, и знаете о том, что именно вас просит не этот человек, которого вы сейчас видите, а через этого человека те души, которыми с нами уже нет, они обязательно у вас попросят. Конечно же, есть основные приметы, которые сохранились за многие столетия, и они даже связаны с погодой, которые предсказывали по природным явлениям, а также по поведению насекомых, птиц и зверей. Поэтому, если 26 марта будут заморозки с утра, то это означает, что холодная погода продержится еще месяц. А если мороз стоит днем, то весна будет теплой, а лето жарким. Если дятел в солнечную погоду часто стучит клювом по сухому дереву, эта примета говорит о том, что скоро потеплеет. Также обращайте внимание, если 26 марта светит солнце, значит снова похолодает и нужно поменять подстилки коровам и лошадям. А если разыгрался аппетит у коровы, это говорит о том, что в скором времени пойдет дождь. Также обращаем ваше внимание, что в родительскую субботу нельзя пить из чужого колодца. Это плохая народная примета. А если в этот день бросить немного мха в колодец, то пойдет дождь. Также, друзья, сегодня достаточно сильная по энергетике суббота, вселенская родительская суббота. И именно сегодня вы можете попросить о любой помощи у своего рода. Именно у своего рода. Также, если вы чувствуете, что извне идет достаточно сильный негатив, обязательно проведите эту практику.
обязательно в этот день, для начала в спокойном месте, в квартире, в доме, призовите силу рода. Например, словами скажите: «Я призываю силу рода», и визуально можете разжечь огонь. Знаете, вот как силу предков внутри себя. И представьте, как он горит у вас, разгорается больше и больше. Если вам тяжело это представить, возьмите свечу и зажгите ее. И говорите следующие слова: «Поднимите силы предков моих, встаньте на защиту дитя своего, да вспыхнет во мне сила спящих предков моих, кровников моих, защитите меня от сил темных, что проникают в меня, услышите меня, защитите меня, очистите от негатива». Говорите и изнутри старайтесь поднять в себе эту силу, эту мощь. Она внутри, она даже у вас может начать проявляться. И вот представляете этот момент, что вот эта энергия, которая находится внутри вас, она окутывает вас коконом снаружи. Таким образом вы окажетесь под защитной пленкой. Постарайтесь призвать силу своего рода и поговорить о том, что вас беспокоит, какие у вас есть проблемы. Если в момент, когда вы будете проводить эту практику, захотите плакать, вот будут литься слезы, плачьте. Вы таким образом будете очищаться. Это очень важно именно провести 26 марта. Друзья, в какое время? В любое время, когда вам будет комфортно. Главное, чтобы у вас было хорошее настроение, и вы чувствовали, что да, вы готовы это сделать. Это очень важно. Друзья, мы надеемся, что эти советы, эти рекомендации были полезны для вас. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Друзья, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви и гармонии. Ну а мы с вами, друзья, услышимся уже в следующем видео.